Всем привет! Вы на Flagman Shop и с вами рубрика F-новинки. Сегодня мы поговорим об аксессуарах для штекерной ловли. А перед тем, как мы начнем, поставьте лайк те, кто любит ловить на поплавок. Так, и с чего мы начнем? Начнем мы с резины. Это самое главное, одно из самых главных преимуществ вообще в штекерной ловле, которое позволяет нам нашу оснастку сделать максимально деликатной. То есть с использованием резины мы можем утончаться как только хотим. И у нас представлено уже наконец-то большой ассортимент резины на любой вкус. Резина есть в двух размотках. Это по 7 метров и размотки по 5 метров. Кому как нравится, кому как подходит, для каких штекеров использовать. Под разные киты, под разные условия. В размотках, если мы говорим о 7-метровых, то у нас есть диаметры 0,9, 0,8, 1, 1,1, 1,2, 1,4, 1,6 мм. То есть разнообразный выбор, который мы можем подобрать под нашу рыбу, под наши поводки и под наши условия. Резина отлично тянется, растяжимость 700%. То есть этого будет достаточно для того, чтобы вывести на деликатную снасть наш трофей. Если мы говорим о таких комплектах, которые продаются сразу по 2, очень удобно, идет 2 бобины 5-метровые резины, и в комплекте же идет коннекторы для того, чтобы эту резину крепить. Вот эта резина выглядит следующим образом. То же самое, растяжимость отличная, отличается по цветам для того, чтобы не путаться, на каком ките у вас какая резина стоит, какого диаметра. Это можно себе запомнить или подписать. Есть 3 набора. Первый набор — это резина 0,9 диаметром и 1,1 мм. Во втором наборе у нас резина 1,1 и 1,2 мм. И третий набор — это у нас резина 1,4, 1,6 мм. То есть вы можете выбрать, опять же, любой диаметр, который вам подходит. Следующий момент. Как же нам эту резину крепить в ките? То есть он должен что-то фиксировать с одной стороны, иметь какой-то коннектор, и с другой стороны где-то фиксироваться на каком-то мотовиле внутри нашего штекера. Для этого есть специальные наборы. Они есть 2 размеров. Маленький и большой. Вы уже подбираете под диаметр того кита, который вам нужен. Если это второй кит, там, например, вы берете меньшего размера. Если вам нужно резину вставить в третий кит, тогда вы можете использовать более крупный размер. Есть стартовый так называемый набор, в котором идет ключ для этого коннектора и само такое мотовильце внутреннее. Этот ключ используется для того, чтобы достать само мотовильце из нашего кита, для того, чтобы натянуть резину или поменять резину. В дальнейшем вам достаточно одного набора на все ваши киты такого, и вы просто потом докупаете отдельно вот такие вот мотовила внутренние. То же самое, есть 2 размеров. В комплекте также идет лесочка, которой можно зафиксировать это мотовило и за него вытягивать, поэтому как вам нравится. Мне, например, нравится больше использовать вот такие вот ключи, для того, чтобы из кита не торчало никаких дополнительных лесок, так более эстетично. Но, опять же, как вам будет удобно, так можно использовать, вот разные есть варианты. Но есть еще такой очень немаловажный инструмент, он в простонародье называется протяжка. Для того, чтобы резину нам в кит как-то продеть, мы в предыдущих роликах это уже показывали, мы использовать должны вот такую вот протяжку. Она достаточно длинная. Вот сейчас мы ее попытаюсь развернуть, полностью разворачивать не буду, но она достаточно длинная. И мы, с одной стороны, есть специальная такая петелька, в которую фиксируем нашу резину, и с помощью этой протяжки протягиваем сквозь наш кит.
И это очень удобно, потому что если мы пользуемся, например, резина, на нее попала влага или сам кит у нас изнутри мокрый, то она будет прилипать к стенкам нашего штекера, и мы не сможем ее продеть вовнутрь. То вот протяжка нам это поможет сделать. Еще один немаловажный момент и немаловажная новинка – это втулки. Втулки в наборах разного диаметра, и они в наборах идут 17 штук, 18 штук, 20 штук. Они разного диаметра, и эти наборы позволят вам подобрать втулку нужного диаметра под ваш кончик вашего штекера. Для чего эти втулки вообще нужны и для чего они используются? Так как резина очень мягкая и нежная и должна у нас прослужить очень долго, а карбон, как мы все знаем, он очень острый, и если мы не закроем вот такой вот втулочкой наш кончик и просто проденем туда резину, то буквально через 2-3 там поклевки рыбы или вываживания у нас эта резина об эти тонкие края перетрется. Вот эта пластиковая такая втулка позволит предотвратить вот это перетирание. То есть такой, казалось бы, маленький, но очень важный элемент. Если мы с резиной и с нашими лесенками разобрались, то у нас еще появилась такая приятная новинка. Почему приятная? Она для меня очень приятная, что наконец-то на флагмане появились прикормочные чашки, такие каппинг чашки. У меня они, конечно же, были и раньше, но я их постоянно теряю. Поэтому, а теперь с этим нет проблем, и они есть в каждом магазине. То есть есть такой набор из 4 чашек. Казалось бы, в принципе, можно использовать одну большую на все случаи жизни, но тоже в этом случае есть недостаток. Если вы ловите штекером ветреную погоду, а вам нужно какие-то там небольшие порции или зерен, или конопли, или кукурузы доставлять, или какого-то опарыша, то при ветреной погоде у вас будет большое сопротивление ветра, и это не нужно просто придавать какие-то дополнительных усилий. Вы с легкостью перекручиваете маленькую чашечку или там среднюю чашку или и вот такого размера чашку, вы ее перекручиваете на штекер и заводите, какую вам надо сегодня, в каких условиях вы ловите. В комплекте к этим чашкам идут две такие насадки, которые они разного диаметра, одеваются на кит. Вы их тоже подбираете под сам ваш диаметр кончика кита. То есть можно вклеивать, можно не вклеивать. Тут уже зависит от того, насколько много у вас китов, есть ли у вас специальный прикормочный кит и насколько плотно она держится. У меня, например, оно держится достаточно плотно, поэтому я даже не вклеиваю. А в случае, когда мне там не хватит какого-то карпового кита, я его всегда смогу снять, эту насадку для чашки, и, например, туда поставить в обычную втулочку и этот кит использовать как карповый. Поэтому вот таким вот способом оно крепится, надежная резьба, никуда чашка не слетает, и здесь у вас фиксируется на ките. И так же само, там, буквально за несколько секунд вы ставите чашку нужного вам размера. И следующая еще новинка, которая относится не только к штекерной ловле, а в принципе ко всей поплавочной ловле. Это вот такой вот нехитрый инструмент для зажимания дробинок. Кстати, напишите в комментариях, чем вы пользуетесь. Я просто очень долгое время, до того, как там нашел специальные плоскогубчики, я зажимал зубами. Напишите, чем вы пользуетесь. Там, есть у вас готовый инструмент или вы как-то мастерили его сами. А я вам пока покажу вот этот инструмент. Чем он хорош для зажимания дробинок? Выглядит достаточно просто. То есть все элементарно, все просто. Во-первых, тут нету никаких насечек внутри, как на обычных плоскогубцах. Если мы пойдем в строительный магазин их купим, оно не будет портить наши дробинки. И когда мы зажимаем, не будет вот такой вот насечки на самих дробинах некрасивой. Второй момент, есть скошенная грань, и мы можем зажимать дробинки даже самого маленького 13 номера. У меня всегда с этим проблема, потому что большими плоскогубцами достаточно тяжело зажать маленькую дробинку. Здесь мы кончиками, считайте, как пинцетом можем зажимать.
Ну и достаточно такое удобное приспособление. Подписываемся на наш канал, смотрим новые видео. Не забывайте поставить лайк, нам это будет приятно. Напишите, что хотите увидеть в следующих выпусках в комментариях. А также не забывайте активировать колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был Дмитрий Барсук. Всем пока!